юрист. И сегодня на моем канале мы разберем еще одно резонансное видео Янины Соколовой из ее программы «Вечер с Яниной Соколовой». Я проанализирую это видео с позиции возможных нарушений прав русскоязычных граждан Украины, а также поделюсь важной мыслью о том, почему давление на русскоязычную молодежь может иметь серьезные политические последствия. Если вы хотите понять, как языковая политика влияет на права граждан и будущее Украины, досмотрите это видео до конца. Погнали! Что происходит в видео Янины Соколовой? Янина Соколова в своем шоу обсуждает случаи, когда подростки в украинских городах Львове, Киеве, Днепре, Одессе публично слушают русскую музыку. Например, треки Тимати, друга Путина. Она называет это ватным перебором и возмущается, что такое происходит на фоне российских обстрелов, как, например, атака на Сумы, где погибло 34 человека. В одном из эпизодов подростки в Киеве не только игнорировали замечания прохожих, но, по словам СМИ, включили гимн России, что привело к вмешательству полиции и СБУ. Соколова использует резкие выражения, называя русскую музыку музыкой убийц і призиває знищувати російське в собі и поддерживать русоріз, уничтожение всего русского. Также она упоминает случай в Одессе, где девушка, чей дом разрушила ракета, якобы прозрела, осознав, что ее увлечение русской музыкой было ошибкой. Как юрист, я вижу в этом видео Янины Соколовой несколько проблемных моментов, которые могут касаться прав русскоязычных граждан Украины. Давайте разберем их по порядку. Есть ли нарушение прав? Первое. Язык вражды и стигматизация. Фрази вроде «музика вбивць», «знищуйте російське в собі» и «русоріз» звучат как обобщение, которые связывают русскую культуру, включая язык и музыку, с агрессором. Это может быть воспринято как язык вражды, особенно если учесть, что около 30% украинцев говорят на русском языке в быту, и для многих это часть их идентичности, а не поддержка России. Согласно статье 20 Международного пакта о гражданских и политических правах, пропаганда языковой вражды может быть ограничена, если она побуждает к дискриминации. Прямых призывов к насилию в видео Янины Соколовой нет, но ее риторика создает атмосферу, где русскоязычные могут чувствовать себя изгоями. Это особенно опасно в условиях войны, когда общественная чувствительность на пределе.
Второе. Дискриминация по языковому признаку. Статья 14 Европейской конвенции по правам человека запрещает дискриминацию по языковому признаку. Когда Соколова осуждает подростков за прослушивание русской музыки и поддерживает идею ее запрета, это может усиливать ощущение, что русскоязычные граждане Украины второсортные. Венецианская комиссия еще в 2019 году критиковала Украину за языковые законы, которые ограничивают права меньшинств, включая русскоязычных, особенно в образовании и СМИ. Видео Соколовой, конечно, не закон, но оно отражает общественное настроение, которое подогревает маргинализацию русскоязычных. Третье. Юридические меры против подростков. В случае с киевскими подростками полиция составила протоколы за дрібне хулиганство и распитие алкоголя, а СБУ занялась расследованием. Но давайте честно, если бы они слушали украинскую или английскую музыку, вряд ли бы это вызвало такой резонанс. Вмешательство СБУ в ситуацию, где подростки просто слушали музыку, пусть даже провокационно, выглядит как чрезмерное давление. Законодательство Украины на 2025 год не запрещает частное прослушивание русской музыки. И это подтверждает даже Соколова, ссылаясь на отсутствие правовых оснований для запрета контента по языковому признаку. Тогда почему подростков наказывают за их культурное предпочтение? Это создает ощущение выборочного правосудия. Четвертое. Культурное давление. История с девушкой из Одессы, которая якобы дознімалася під російською музикою и теперь винит себя за разрушенный дом, подается как моральный урок. Но это манипуляция. Русскоязычные украинцы, особенно молодежь, слушают русскую музыку не потому, что поддерживают войну, а потому что это часть их культурной среды. Обвинять их в бедах, вызванных российской агрессией, это несправедливо и усиливает раскол в обществе. Почему это важно? Каков социальный контекст? Мы живем в условиях войны, и я понимаю, почему русская музыка, особенно связанная с пропагандой, как у Тимати, вызывает гнев. Но давайте посмотрим шире. Русскоязычные граждане Украины – это не только жители Востока или Юга Украины. Это миллионы людей, которые считают себя патриотами. Стигматизация их языка и культуры, как в видео Соколовой, создает опасный прецедент. Если мы говорим, что русский язык или музыка – это музыка убийц, мы рискуем оттолкнуть часть населения, которая и так находится под давлением из-за языковых законов. С 2017 года законы об образовании и государственном языке
ограничивают использование русского языка в школах, СМИ и публичной сфере. Human Rights Watch и ООН уже указывали, что такие меры могут нарушать права меньшинств. А теперь добавьте к этому общественное осуждение, как в шоу Соколовой, где подростков фактически шельмуют за их музыкальные вкусы. Это не просто вопрос свободы слова, это вопрос социальной справедливости. Русскоязычные подростки вообще-то это будущие избиратели. И вот главная мысль, которую я хочу донести. Русскоязычные подростки, которых сегодня осуждают за прослушивание Тимати или другой русской музыки, будущие избиратели. Через несколько лет они пойдут на выборы. И они запомнят, как их права, включая языковые, ограничивались под разными предлогами, будь то война, украинизация или борьба с русским миром. Если мы будем давить на них, называть их выбор ватным или музыкой убийц, они вряд ли проголосуют за политиков, которые поддерживают такую риторику, или законы, ограничивающие их свободу. Политика важна, но она не должна превращаться в инструмент разделения общества. Русскоязычные украинцы – это не враги, а часть украинского народа. Если мы хотим единства, мы должны уважать их права, а не загонять их в угол. Иначе мы рискуем получить поколение, которое будет голосовать не за тех, кто строит мосты, а за тех, кто обещает защитить их от дискриминации. И это будет не на пользу Украине. Что же делать? В области законодательства нужно четко разграничить, где заканчивается свобода самовыражения и начинается провокация. Публичное воспроизведение гимна России в военное время – это одно, а прослушивание поп-музыки – совсем другое. Законы должны быть справедливыми и не допускать выборочного применения. Второе. Важность диалога. Вместо осуждения подростков за их музыкальные вкусы давайте говорить с ними, объяснять, почему российская пропаганда опасна, но без обобщений, которые бьют по всем русскоязычным. Третье. Культурная политика. Поддерживайте украинскую музыку, но не запретами, а качественным контентом. Дайте молодежи альтернативу, а они уж пусть сами делают выбор. Итак, видео Янины Соколовой с одной стороны отражает понятный гнев в условиях войны, но с другой усиливает раскол, стигматизируя русскоязычных. Юридически прямых нарушений прав в нем нет, но риторика, которая клеймит русский язык и культуру, создает атмосферу, где русскоязычные чувствуют себя ущемленными. Как юрист я призываю к балансу. Мы должны бороться с российской пропагандой, но не за счет прав наших граждан. Друзья, пишите в комментариях, что вы думаете об этой ситуации. Считаете ли вы,
что давление на русскоязычную молодежь оправдано, или это путь к расколу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, донатьте, если хотите больше разборов о правах и свободе в Украине. И до встречи в следующем видео. С вами был юрист Валерий Табаков.